хочу тему мыслей поднять, чтобы вы понимали, что мысли у человека бывают разные. Потому что у кого-то будут убеждения, например, у меня должны быть хорошие мысли, а плохих мыслей не должно быть. Это не так, потому что к человеку приходят разные мысли, и негативные мысли, скажем, тоже не бесполезные, потому что зачастую негативная мысль тебя приводит к какому-то положительному действию, правильно? Ведь пьяному человеку пришла мысль, мне не надо садиться за руль, вроде бы она негативная, но он не садится за руль, то есть она приводит к положительному действию. Поэтому негативные мысли, они не бесполезны, они тоже когда-то необходимы, чтобы правильно нам действовать. Вот, по поводу еще мыслей. Когда вы будете находиться в тревожном состоянии, кто-то из вас, боясь каких-то мыслей, может начать их блокировать, либо подавлять свой мыслительный процесс. Но смотрите, что происходит. Если ты подавляешь свой мыслительный процесс, то это усиливает напряжение. То есть мозг это воспринимает, что мысли эти опасные. Чего ты как бы хозяин их подавляешь? Потому что они, наверное, опасные. И он их воспринимает так. Точно так, если вы будете свои мысли блокировать. То, что я делал, я в какой-то период начал блокировать свои мысли, то есть как бы не пускать их. Вот у меня как бы блок в голове стоял, они от страха блокировал эти мысли, и точно так мозг воспринимает эту блокировку как эти мысли опасные, а соответственно вы постоянно будете находиться в напряжении. Напряжение, блокировка или подавление мыслительного процесса, то бишь блокировка своих мыслей, либо подавление этих мыслей мыслительного процесса, у вас будет вызывать напряжение. То есть вы постоянно будете находиться в напряжении. Здравствуйте, очень беспокоит боль в груди, ребра, будто сжимает обручем. Наталья, здравствуйте. Это работает у вас кардионевроз. Это работает кардионевроз. Еще это называют межреберной невралгией. Межреберной невралгией. Еще такой, смотрите, такой вопрос, как работать с кардионеврозом. Просто вот у меня, когда он был, у меня был сильный уже сформирован страх, что как бы у тебя будет это инфаркт. Потому что все признаки, как я еще раз повторюсь, психосоматики, они буквально дублируют физиологические болезни, то есть практически один в один. Вот если бы было в реальности у тебя прединфарктное состояние, то примерно в 99% человек бы чувствовал точно такие симптомы. Вот от этого и возникает страх. Если вы сильно этого боитесь, то есть вот сразу раз тебя сжимает автоматическая мысль, и у тебя еще больше усиливается страх, соответственно, страх усиливает тревогу, и эти проявления, они еще ярче начинают идти, то есть они еще сильнее сжимают, и там простреливают и так далее. И я эту цепочку рвал, у меня есть в программе, так и называется, кардионевроз. Я там объясняю, как рвать эту цепочку. И я какой-то промежуток времени вот так себе делал. Я себе воображал и говорил, что я здоровый и сильный, создавая себе там большого такого животного, льва, например, понимаете? То есть я рвал цепочку, вот ситуация, то есть у тебя раз проявление пошло, у тебя тут же автоматическая мысль, которая у тебя вызывает страх, а страх усиливает тревогу, и, соответственно, вот это проявление, оно еще сильнее становится, еще там больше тебя сжимает, например, образно, как оно работает, вот эти цепочки. И поэтому, как только меня начинало сжимать, я сразу себе воображал и говорил, я здоровый и сильный. То есть я рвал цепочку, вот ситуация, мысль. И вот я работал в мысль, рвал эту цепочку, чтобы у меня не увеличился страх, соответственно, не стало ярче проявления. Понимаете? Если у вас страх не очень сильный такой, он есть, но не очень,
можете смеяться над этим симптомом. И второе, если будут, видите, возникать мысль, которая будет вам давать сомнения, там такой момент еще потом появляются вот эти мысли сомнения. А вдруг, а может. Вот эти мысли я сразу убирал, я говорю, я здоровый. Понимаете? Потому что как только ты эту мысль начинаешь обдумывать, тут же тебя начинает усиливаться тревога. И плюс приводятся примеры, думаю, тоже уже не раз бегали и делали в больнице, да, делали там кардиограммы, УЗИ сердца, то есть, я думаю, у вас уже тоже ваша определенная папочка вот этих всех процедур, да, лежит дома. Но там вот эта мысль постоянно возникает, вот вчера было нормально, то есть вот вчера ты как бы проверялся, тебе сделали там УЗИ или кардиограмму, сказали, у тебя все нормально, у вас ГТР, там генерализованное тревожное расстройство. Проходит день, и у тебя снова вот это возникает, и у тебя такая мысль, а вдруг, вот вчера было нормально, а вдруг сегодня это уже действительно сердце. И, это такая зараза, вот как бы работая так, переубеждая себя, параллельно, вот как я видел, параллельно ты, как бы сказать, параллельно у тебя постепенно вот приходит осознание, что вот оно все повторяется, ты же это видишь, оно каждый раз повторяется. Приходит осознание, что у тебя не сердце, но и там бы я хотел сказать, параллельно ты как бы принимаешь и страх смерти одновременно, что типа вот, ну помрешь, помрешь. То есть вот у меня как-то шло вот в параллельности, вот постепенно осознавая, понимая, ты как бы принимаешь это, принимаешь, соответственно, ты страх твой становится меньше, а чем меньше страх, значит слабее тревога, а если слабее тревога, значит симптомы начинают меркнуть симптомы, они начинают становиться меньше и меньше. Еще как бы посоветовал бы вам, это если вот не сильный страх возникает, начинать смеяться, да, вообще попробовать начинать на этот симптом, вот когда он только появляется, начинать над ним хохотать. И потом вы проанализируете, когда вы будете хохотать, смеяться, он будет терять свою силу. Как бы он не будет уже усиливаться, таким ярким становиться. Но это может быть не сразу, то есть там нужно 5-10 раз повторений таких делать, но если вы будете делать, вы заметите. Вы, то есть, первое, начинаешь смеяться и фокусируешься на смехе, у тебя пошел серотонинчик, соответственно, при смехе ты не обдумываешь эту мысль автоматическую, которая тебя усиливает. И ты как бы отделяешься от этой мысли, ты не начинаешь ее обдумывать, и в принципе ты тоже будешь рвать эту цепочку, вот эту ситуацию, мысль. Ты будешь бить в мысль, своим хохотом смеяться над этой ситуацией, и вот эта цепочка, она тоже теоретически должна прерываться, понимаете? Поэтому можете использовать либо так, либо так. Дело в том, через осознание, понимание, применяя вот эти приемы, нужно как бы потихоньку убирать страх, а соответственно будет ослабевать этот симптом. Но вот эти мысли, а вдруг, а может, это такая зараза. Я помню, даже вот если у тебя уже слабые эти проявления, да, например, на этой груди, вот слабые проявления, там потом дальше идет фиксация. Ты вот если заикаристься на этой симптоматике, да, вот на этом сжатии, там что-то где-то поднывает, или там какие-то мурашки, там колет чего-то такое. И вот если ты про это думаешь, ты как бы все время это держишь. Пока думаешь про это, потому что мозг так устроен, что важно тебе, то важно мозгу. Если тебе этот важен симптом, ты про него думаешь, а соответственно ты будешь его держать. Но это вот я уже рассказываю туда дальше, когда он уже потеряет свою силу, симптоматика уже начнет тускнеть, терять свою силу, то там вот ты будешь держать эту симптоматику, вот малейшее проявление, ты будешь якориться на ней, и думая про нее, ты будешь держать вот этот симптом себе, пока ты будешь про него думать. Там очень такой, мозг такой хитрый, там такие вещи хитрые происходят, вот его распознать, вот как ты попадаешь, раз и раз замечаю, ты вот день можешь ходить,
и думать про этот симптом, ты его будешь наблюдать, он будет такой неяркий, но он все равно будет, и как и тревожность, вот ты когда наблюдаешь, она у тебя такая мелкая, гудит, и вот пока ты про нее думаешь, ты ходишь своим думанием ее держишь, понимаете? Как и симптом, думанием про симптом ты держишь симптом. Ну как только ты куда-то увлекся, переключился, да, вот твой мозг во что-то другое ушел, то бах, этот симптом отключается. То есть ты про него не думаешь, забываешь, и он отключается. Вот как это работает. Я вам еще, ребята, говорю, мозг очень хитрый. Он будет разбрасывать свои сети. Он будет постоянно пытаться вас ловить, провоцировать на страх. Он будет подкидывать вам те симптомы, которые доселе вы не испытывали. Вот таким способом, подкидывая какой-то новый симптом, он будет провоцировать вас на страх, чтобы вы испугались его. Он все время будет пытаться вас выводить на страх. Мозг вот этими своими всякими хитрыми штучками. Особенно очень, скажем как, очень он хитер и коварен, это в мыслях. Это в мыслях. Я когда изучал мысли, которые по мне работали, чтобы от них отделяться, с ними не сливаться, он очень хитро, ты одну мысль какую-то там, одну-две изучил, уже все их запомнил, отрабатываешь, он тебе какую-то другую подкидывает, по содержанию похожую, но она для тебя неизвестна, чах, и ты ее обдумывать начинаешь. Все, ты раз на крючок ему попадаешь, понимаете? Также он как-то, вот у меня есть ролик, 3 способа попадания назад в руминацию, то есть в откат. Вот у меня есть ролик. И там очень хитрая ловушка, когда ты вот как будто сам начинаешь про это думать. А это мышление, оно как-то сзади заходит, у тебя включается, и ты его принимаешь как вот, чтобы вы поняли, как вроде бы твое мышление, ты про это думаешь, а потом осознаешь, ё-моё, я попался на крючок своего мозга, на это мышление, он меня поймал, понимаете? Здравствуйте, 13 лет уже в неврозе, тревоге, на антидепрессантах, научилась справляться с паническими атаками, но тревога не уходит, хотя работаю над собой. Как убрать тревогу во избежание всех последствий и навязчивых негативных мыслей? Смотрите, Светлана, здесь работа. Работать нужно в комплексе. Работать нужно в комплексе. Смотрите, почему. Объясняю. Вот элементарный пример. Мысли вызывают тревогу, а тревога воздействует на мышление. При эмоциональном перенапряжении, при страхе, появляются обсессии. Понимаете, здесь оно все связано одной ниточкой. Поэтому здесь ты как бы работаешь совсем и сразу. Совсем и сразу. Потому что люди вот задают вопрос, а как мне вот от тревоги избавиться? Я уже понимаю, в мышлении человека он вот будет там что-то с тревогой той бороться. Но он исключает мысли, понимаете, ему вот важна тревога. Но у него же мысли присутствуют, а тревогу мысли запускают. Значит, тут нужно и с тревогой работать, и с мыслями. Если ты будешь работать с одной тревогой, а с мыслями не будешь работать, то вот этот ваш замкнутый круг и получается, понимаете? Вы как бы все время воюете сами с собой. Спасибо. Я с Украины. Наверное, пока надо терпеть, это невозможно. Нет, Светлана, смотрите, там есть этапы, объясняю. Когда тебя сильно кроет, вот с чего оно начинается? Это паническая атака. Что такое паническая атака? Паническая атака – это венец сильного страха. То есть максимальность. При панической атаке у человека отключается мышление от слова совсем. Его просто гонит страх. На панической атаке я рассказываю про реальную паническую атаку, а не ту, что там придумывают там разного рода там и разного направления. Потому что я сам через это проходил. На панической атаке у тебя просто страх
и рефлексы. Ты все время убегаешь, потому что в твоем понимании ты сейчас умрешь. Так вот, панические атаки нужно выдерживать. Самое страшное выдержать первую паническую атаку. Первую. Почему самое страшное первую? Потому что в твоем сознании вот мозг тебе транслирует, что ты умрешь. Ну а чтобы получить новый опыт, нужно дать этой панической атаке дойти до конца. И вот когда она дойдет до конца, мы так устроены, сработает вторая нервная система, и тебя отпустит. И вот через анализ ты запоминаешь, что ты не умер. То есть то, что тебе трактовал мозг, этого не произошло. И когда ты проходишь первую паническую атаку, то уже последующее у тебя есть осознание того, если ты это проанализируешь и запомнишь, и у тебя останется в мозгу опыт, что с тобой ничего не случилось. Дело в том, что зачастую люди, даже неосознанно проходя паническую атаку, они это не запоминают, не фиксируют в мозгу. И для них она каждый раз как первый раз. Понимаете, что оно происходит? Здесь нужно понять одну суть. Здесь нужно много осознать, понять, как мы устроены. И второе, нужно создать алгоритм. Алгоритм по работе с этим расстройством. Не будет создано алгоритма, вы не будете до конца понимать, и вы будете в этом крутиться, вариться, топтаться. Понимаете, как оно происходит? Это постепенный процесс. Это постепенный процесс осознавания, понимания, внедрения постепенно разных приемов, их усовершенствования, накатывания, это я называю, то есть тренировка. Ты накатываешь. Когда ты накатываешь, то у тебя лучше и лучше эти приемы уже получается применять. Понимаете? Там же и убеждения работают, встраивание в себя убеждения. Там целый комплекс. Там целый комплекс целого института, тот, который мне пришлось закончить за год. Мне Анна давала знания, теорию устройства нас, нашего мозга и нас, всех вот этих функций, что у нас в организме происходит и так далее. И я за год, можно сказать, институт психологии, и тренируясь, это практика на себе. То есть теория и практика за год у меня было. Мне пришлось вот этот 5-летний институт или 10-летний сжать за год. Потому что невозможно в этом состоянии находиться, в этих страданиях. А я еще находился, год был выхода, а так в совокупе 10 лет. И ты же оттуда, хочешь вот побыстрее выйти, а значит ты впахиваешь как лошадь. Ты все время тренируешься. Понимаете? Вот, поэтому это комплекс, Светлана, комплекс. Это нужно вот брать наш канал и смотреть его, смотреть, что у вас по мере возможности, потому что на тревоге тяжело сфокусироваться. Второе, тревога человеку не дает сфокусироваться. Ты смотришь, вот как говорят, смотришь в книгу, видишь фигу. Поначалу ты видишь фигу там, по большому счету. Я помню себя, я к Анне, когда приезжал, я сижу, она мне объясняет, а я в своей башке кручу про свое состояние. Вот где-то на мгновение вот какое-то зернышко с целого вот этого часа-полтора объяснения мне за один сеанс вот какое-то маленькое зернышко только в голову попадало. И вот так эти зернышки накапливал на каждой сессии. Работая, тренируясь, больше узнавая, понимая, потому что она давала, как вам объяснить, постепенно, потому что если человеку дать информацию всю на голову вылить, он просто запутается, потому что он не понимает, что это такое, и вот у него будет там каша в голове. Вот. Видите, 2 года смотрите, но не получается, да, у вас выйти. Так, наверное, пока надо терпеть, это невозможно. Так, Светлана, Наталья, землячка, здравствуйте. Сейчас, подождите, давайте со Светланой.
Да, справляюсь. Невроз и тревога никак. Дело в том, что так, смотрите, Светлана, с панических атак, вот, у вас работает идеальность. Понимаете, Светлана, это идеальность. Вот вы за картину писали, это люди-перфекционисты, у которых все должно быть идеально. Понимаете? Вот это будет причина вашего уваливания в стресс, один из моментов. Ну, понятно, что у вас происходит, но вот это одна из причин будет. Ну, а сейчас вам нужно работать с последствиями. То, что сейчас происходит у вас. То есть отрабатывать последствия. Причина убирается потом в конце. Параллельно вводится, когда человеку лучше, легче, и потом убираешь причину. Так, давайте сейчас пойду с вами. Справились. Невроз и тревога никак. Вот сейчас выдержала, а тут вы. Спасибо вам. Мучения сплошные. Начните еще внедрять у себя такую фразу. Постоянно себе напоминайте. Вот ее прямо запишите. Я сильная, и я совсем справлюсь. Я буду тренироваться столько, сколько надо. И вот чем больше вы будете это себе повторять, постепенно это начнет встраиваться в ваш мозг. То, что мы себе говорим, со временем мы в это начинаем верить. Спасибо, Светлана. Она подписана на Бусти. Она зарегистрирована на программу выхода с невроза. Ну, она говорит, уже 2 года смотрю, Я понимаете? понятно, смотреть, но у нас есть программа на Бусти. Училась в Мозыре. А, вот вы с Украины в Мозыре учились. Да, это Беларусь. Получается, вы с Украины учились в Мозыре. И мнительная, и музыкант. Перфекционистка, и мнительная, и музыкант. Ну вот говорят, что люди такого склада, да, вот такие восприимчивые, там, мнительные, они больше как к философским этим относятся. Ну вот направление их профессиональной деятельности, это, как правило, связано вот такие музыканты, там картины рисуют, там, ну, такие вот. Но, честно сказать, я бы не сказал. Я тоже туда влетел, но я бы сказал, скажу по-другому, себя можно перестроить, можно стать совсем другим человеком. Вот то, что вы пишете, все это можно убрать. Можно стать абсолютно уверенным человеком, но при этом быть музыкантом. Все это в нашем мозгу, это наше мышление. И не только. То есть в одной фразе я тут все вам не изложу. Но нужно сделать большой объем работы, чтобы перелепить себя. Вот как я раньше рассказывал, невроз нас раскатывает. Вот представьте, вот тело мы, но мы пластилиновые. Наш невроз берет и нас раскатывает. Вот полностью всю твою психику, уверенность, которая там сколько-то была, больше-меньше, раскатывает тебя полностью. Ты, то, что еще говорят, человек становится как тряпка. Вот, ну, такое нехорошее сравнение, но оно, скорее всего, будет подводить. И наша задача, вот, то, чему я обучаю людей на своем канале, это вот снова с этого пластилина слепить себя нового. То есть восстать из пепла. Вы упали на самое дно, а теперь нужно восстать с этого дна. И ты оттуда выйдешь сильнее, чем ты был до своего расстройства. Не в плане физическом, там, понимаете, это не про мышцы, а это про внутреннее свое психологическое состояние. Вот. Невроз и тревога никак. Вот сейчас выдержала, тут вы. Спасибо вам, мучения сплошные. Саша, поверьте, за 13 лет пробовала все, но вот с неврозом и тревогой никак. Но вот с неврозом и тревогой никак у нас сейчас не попадешь даже в ПД. Светлана, кстати, вы с какого, вот с Украины, с Киева или с какого города? Вот, И Бусти только. подожди, вот была украинка, как бы,
Маша ее, кстати, зовут, она еще иногда, я ей там раз в полгода напишу, как дела. И вот она работала, я там пару раз, она мне звонила, я ей подсказывал, но она по каналу работала, и она лежала тоже у вас там где-то, в психологическом центре в Киеве. И вот она выписалась, уже пошла на работу, но она пьет антидепрессанты, И вот как-то не так давно, я ей сказал, наберите меня, я где-то ей полчаса посвятил, я ей объяснил, как сходить с антидепрессантов. То есть она уже выстроилась, но у нее там будет сохраняться страх, вот будут мысли появляться, воспоминания, вот чем ближе человеку время уходить с препарата, а препарат же тебя там, каким-то образом помог, больше, меньше, но все равно он там тревогу снимает, вот эти транквилизаторы там и так далее. И у человека мысль будет появляться, которая будет вызывать страх, тревогу, что вот я сойду с антидепрессантов, а оно все вернется, там вот такое воспоминание идет, понимаете? И вот там нужно переспорить самого себя, переубедить себя, что это не антидепрессанты, а что я это сделал сам. То есть вот этой наукой, которую я здесь рассказываю, через которую я прошел сам. Восстала еще в 19, сейчас тревога. Запорожье прифронтовой, блин. Я из пепла жуткой депрессии восстал еще в 19, сейчас тревога, Запорожье. Да, братья славяне, вот приходится всем помогать. И россиянам, и украинцам, мы же все братья славяне, блин. Поверьте, попробовала все, но вот невроз и тревога никак у нас сейчас не попадешь. Смотрю ваш канал года 2, это я вам за картину писала, да, перфекционистка, и мнительная, и музыкант, училась в Мозере. Да, спасибо вам большое, я из пепла жуткой депрессии, восстала еще в 19, а сейчас тревога, Запорожье прифронтовая. Смотрите, Светлана, на главной странице есть мой контакт. Найдете контакт, напишите мне. Я дам, да, на WhatsApp, и я там посмотрю в понедельник, я вам напишу время, когда созвонимся. Второй момент, есть программа у нас на Бусти, там она доступна со всего мира, то есть с любой точки мира, туда может любой заходить. И есть программа, там небольшая сумма, эти суммы нам нужны для существования. Да, там $10 на месяц, там, для существования канала. То есть для нас это уже необходимость. Мы пришли к такой фазе, что вот. И найдете мой контакт на главной странице. И выйдете на связь на WhatsApp. На WhatsApp. На Бусти может зарегистрироваться через YouTube. Там ссылка. Да. Вот здесь на YouTube есть ссылка на бустер. Вот переходите по ссылке на бустер, и там и там есть программа, которая будет вам тоже работать как вспомогательная. Я там объясняю, что происходит и что делать. Будете короткие ролики. В программе короткие ролики с сутью. Но как будете искать? Будете искать по описанию, именно нет WhatsApp. Так если у вас нет WhatsApp, можно WhatsApp восстановить, верно я понимаю? Его ж можно сделать. У них не работает? А что, разве у вас в Украине WhatsApp не работает? Значит, есть. Либо WhatsApp, либо Telegram. И я есть в Телеграме. Поэтому смотрите. Так. Возвращаемся к Наташе. Наталья. Так, здравствуйте. Не устаю вас благодарить за вашу работу и помощь, мне помогает. Но, конечно, нужно еще тренироваться. Тренироваться нужно столько, сколько надо. Вот так себе говорите. Я делал одну ошибку. Я себе ставил как-то барьер. Вот через 3 месяца я выйду. Но дело в том, как мы себя программируем, вот ровно настолько мозг тебе даст силы. Вот ты будешь думать, вот через 3 месяца выйду.
Вот на 3 месяца, это как программа заливается, и вот ровно 3 месяца мозг тебе будет давать силы, то есть организм. Как только закончится 3 месяца, у тебя придет разочарование и удар такой под дых. То есть ты не дошел до того, чего ты хотел. Во-вторых, в неврозе человек ошибочно себе представляет, что такое выйти с невроза. Например, как было у меня, для моего тогда на тот момент ошибочного понимания, это было выйти с невроза, это значит, у меня никогда не будет тревоги. Но дело в том, что такого не может быть. Человеку тревога нам дана природой для того, чтобы активировать через тревожность наши органы, ну там вот эти цепочки, кортизол дает там на сердце, чтобы оно быстрее билось, чтобы там гнало кровь, доставляло кислород к нашим органам, потому что сейчас будет физическая нагрузка, ну то есть вот эта вся система. Поэтому тревожность, она необходима, она нам дана природой. Если вы кто-то думаете, чтобы у вас никогда не было тревожности, не возникало, то такого не будет, это невозможно. Просто тревожность, она не будет такая, какая она есть у вас сейчас. Она будет другая, вы потом увидите. Это будет такая небольшая тревожность, приемлемая, и это нормально. Она не будет такая, как сейчас. Настраиваясь на путь в долгую. Вот смотрите, в чем смысл. Вот кажется, два слова, два убеждения. Первое. Я выйду через 3 месяца. И я буду тренироваться столько, сколько надо. Вот два слова, но кардинальный в них смысл. 3 месяца это ты ставишь себе барьер, а столько, сколько надо, это бесконечность. То есть я программирую себя на бесконечность, что у меня сил хватит, у меня их бесконечно, я залаживаю в мозг, понимаете? И мозг будет давать эту силу. Так, как я его запрограммировал. Вот. Кстати, у меня уже нет тревоги по утрам, Наталья пишет. Да, я не ставлю себе рамки, настроилась на путь в долг. Тревога. Что-то? Дмитрий Тишан. Это Дмитрий уже пишет. Подождите, Дмитрий. Так, кстати... Первый... Да, еще такие вопросы. Я понимаю, что у вас будет много вот со временем. Будем отвечать на вопросы в первую очередь тех людей, которые вопрос будут задавать через донат. То есть мы будем отдавать приоритет как бы. И нам будет какая-то тоже финансовая поддержка. Не забывайте про нас, поддерживайте канал. Вот, так, уже мы работаем для вас. Кстати, меня уже нет тревоги по утрам. Вот. И, кстати, такое вот еще слово, вот когда вы встаете, когда утром встаете, вы себе говорите, ой, мне сегодня снова надо бороться. То есть, мне надо бороться вот с этим состоянием, которое у тебя есть, да. А мозг, знаете, как воспринимает? Бороться — это как последний бой. Это надо полностью собраться, отдать все последние силы, все ресурсы, то есть как бы выжаться по максимальному. И когда я эти вещи начал понимать, я вставал утром и говорил, я сегодня снова буду тренироваться. И я буду тренироваться столько, сколько надо. И я заметил, что через какое-то время мой мозг, мое расстройство не стал воспринимать как опасность, потому что смысл слова тренироваться в нашем шаблоне заложено это как спортзал, как какая-то футбольная площадка. То есть это приятно, это даже приятно. И когда я заменил это слово, поменял это убеждение, стал себе так говорить, я заметил, что для меня это расстройство, оно уже какое-то не такое страшное и сильное, как оно было раньше, когда я каждое утро вставая говорил, ой, мне сегодня, думал так, мне сегодня снова надо сражаться с этим состоянием, как бы, понимаете? Утром просыпаюсь, тревога, ощущение в теле и так весь день. Я на это реагирую, постоянно метаюсь.
Так вот, Дмитрий, вы делаете ошибку в том, что вы постоянно метаетесь. Поведение формирует убеждение. Если вы избегаете каких-то своих проявлений, то есть вот то, что вы называете метаться, это замкнутый круг. То есть каждый раз вы подтверждаете идею, что это опасно. Мозг как считает? С вашего поведения. Вы убежали, мозг, ага, значит это опасно. И когда оно снова проявляется, мозг вас начинает вам как бы звонить, тревогой, он начинает тревожиться. Опасность, опасность, типа убегай, вы снова убегаете. И так вы подкрепляете эту идею, что это опасно для мозга. Вы постоянно ее подкрепляете. И вот это не реагировать, учиться не реагировать, это очень тяжело. Вот чтобы поведенчески вот это, не пугаться, это очень тяжело делать, поэтому где-то я людям говорю, вы воображайте, как бы переключайтесь, потому что не реагировать это очень тяжело, там уже рефлексорно. Дело в том, что мозг твой реагирует, и ты реагируешь. А нужно прийти к тому, что твой мозг реагирует страхом, да, тревожность, все, вот проявление, а ты как будто, вот есть такой фильм, называется, как-то он, сейчас помню, Тунгус, да, Тунгус, военный фильм, и вот они там взяли с собой фронтового газетчика, то есть этот Тунгус снайпер был, и они как бы там в тыл к немцам ползли. И вот когда там что-то немцы начали их обстреливать, он на него сказал: умри, бумага, то есть замри. Вот здесь точно так надо, вот как будто замри, вот все, не реагируй. Понимаете? И нужно учиться, не реагировать. Это очень страшно, я помню. У тебя страх, но дело, там сердце бьется, проявление. Тебе хочется, все, вот оно рефлексорно идет, убежать. А здесь нужно идти в противоположную твоему страху. Мозг командует спасайся, а тебе нужно остаться. Тебе нужно не спасаться, как бы образно, скажем, умереть, да, вот остаться здесь, все, не убегать. И вот когда ты не убегаешь, ты получаешь новый опыт. Тебя схватит, но оно пройдет, оно отпустит, и ты осознаешь, с тобой ничего не случилось, понимаете? Но там много разных проявлений, и поэтому там как бы у меня разные упражнения, с тем работать, с тем, поэтому сложно вместить в одну фразу, потому что там у нас целый канал по этому всему. И постепенно, смотря, анализируя, понимая, там я даю упражнения, даю ответы, что в этой ситуации делать, как делать. И вот так потихоньку изучаешь, тренируешься. Но самое главное, это тренировка. Это тренировка. Да, смотрите, Наталья, там еще такой вот момент будет. Вы даже потом осмелитесь, вы уже эту тревогу не будете особо бояться, и вы можете начать с этой тревогой бороться, тревожностью этой. Это она уже не сильная будет, это будет примерно тревога от тревоги, у тебя перед ней страх, и ты ее пытаешься победить, ты там напрягаешься, она у тебя возникает, ты такой вот ее, ты как борешься с ней, ты вот пытаешься ее вот как-то вот победить. Но дело в том, что тревога всегда будет на голову выше тебя, потому что тревога это и есть ты. И у меня вот есть ролик в программе с игрушкой, где я показываю, что с тревогой не нужно идти в лобовую на силу мериться, потому что тревога это и есть ты, она будет у тебя на голову больше. Чем больше ты будешь с ней бороться, тем больше она будет выматываться. Ты будешь больше выматываться. А там нужно вот такой фильм «Сказка», вот, кто моего возраста, помните, были раньше в гостях у сказки, мы после школы к 5 часам быстрее торопились домой, чтобы посмотреть сказку, да, в гостях у сказки. Вот у нас, кстати, заставки на некоторых роликов
именно со сказки. Та-да-да-да-да и да-да-да, та-та-та. Так вот, такая сказка была про Садко. Про Садко. Как он набирал себе группу мужиков, чтобы там плыть за птицей счастья в 3-9, там, за 3-9 земель. И он набирал таких сильных. Там один кузнец, второй там еще с медведем боролся. Он всех таких сильных выбирал. И дедушка такой выходит, говорит: возьми, Садко, меня. Он на него посмотрел, говорит: ты не смотри, что я худенький, щупленький, старенький. Он так раз рукой, чик, у него яичко, оба на руке. Потом раз, оп, оно исчезло. Так вот и с тревогой так надо. С ней не надо в лобовую идти, а ее надо наоборот пропустить, вот в этот момент тело расслабить, не сопротивляться ей. Потому что я долго ей сопротивлялся, я боролся, но я понимал, что не побеждаю я ее вот в противостоянии, борясь с ней, я ее не побеждаю. И потом я осознал, что ей нужно учиться хитростью, манипулировать. Вот она на тебя а ты ей отдаешься. Вот раз, а ты тело расслабил, а не сопротивляться ей, понимаете? Потому что она и так тебя напрягает. А ты сопротивляешься, оно еще сильнее. И еще у вас будут убеждения усиливать, вот это нетерпение, это ваши мысли. Я не хочу этого, я не могу, я не хочу. Но это же ваши мысли. Как мы думаем, так мы и чувствуем. И вот этими мыслями ты усиливаешь в себе как бы нетерпение. Понимаете, как оно происходит? Когда ты так думаешь на эту тревогу. Поэтому нужно менять, ну как бы включать вот эти упражнения несопротивления. И по-другому говорить на эту тревогу. Например: о, как классно, как хорошо. То есть такой момент, Слава, сбиваешь ты, вот заскакиваешь из мысли, бум. А что ты хочешь тут делать? Все, ничего не буду. Вот это то, что и называется принятие. Меняя убеждения и работая разными способами, как бы скидывая ее тело, расслабляя. Вот это и есть идти на принятие тревоги. Потому что многие специалисты говорят: примите тревогу. А как ее принять? Она тебя так выматывает, ты так страдаешь. Вот особенно, когда попадаешь с момента тревоги. Вот это самое выматывает 24/7. Один из моментов выматывания. Она не вверх, не вниз, она тебя выматывает. Она вот на одном уровне стоит и все. Она у тебя возникает, потому что ты ее боишься. Как только через тренировки вы постепенно придете к тому, что вы перестанете ее бояться, как только этот момент наступит, это будет такое вот эврика. Все, она у вас и не возникнет. Я еще помню, такие моменты были, я разозлюсь и хожу так, и хожу так по дому. Такой злюсь и говорю: ну где ты, иди сюда. Возьму так вот по приколу, да, там, ванную дверь открою. Где ты спряталась? Там, шкаф открою. Ну иди сюда. Со злостью как бы. И я так делал, наверное, раз, ну, образно 5. И я заметил, когда я вот ее не боялся, злился на эту тревогу, то она ни разу не появилась. И я проанализировал, я понял. Эту тревожность я создаю, потому что я ее боюсь. То есть твой страх создает тревожность. Страх, тревога. Эмоция, тревога, понимаете? И Бурдук, и Федоренко, все изучено. А очень тяжело применять, откидывает все время. Светлана, я ни в коей мере не преуменьшаю и не обесцениваю знания Синельников. Я не знаю, Бурдука Сергея знаю, это земляк с Бреста. Федоренку знаю с России. Кстати, Анна училась вместе с ним в группе. С Федоренкой, когда она в России училась в свое время. Вот. Потом она в Америке училась. Еще у вас будет этот Живнирович, там, по-моему, там еще девушек, там есть миллионники, подписчицы. У меня... У них нет смысла. У меня своя система. И вам нужно понять одну суть.
Что бы вам ни рассказывали психологи, пока вы не выстроите алгоритм, все это будет хождение по кругу. Да, про легкие ситуации не вопрос. По большому счету вы можете выскочить у более-менее грамотного психолога, если вы не сильно закручены. Если вы закручены, как я говорю, по самые помидоры, это как это минимум, да, такой афоризм, да, или как это называется, по самые помидоры. Дело в том, что мой канал больше настроен на тех людей, которые десятилетиями и потеряли надежду вообще. От слова совсем практически. Которым ничего не помогло. Мне просто люди обращались, они программы покупали, там и Федоренко программы покупали, и еще там у кого-то. И скажу вам, не за малые деньги там Живнировича, Федоренко, но это не важно, это их там вопросы и их дело. Я ни в коем случае никого не хочу очернять, ничего. Мы есть мы. Как я говорю, я знаю, кто я есть я. Мы идем свой путь, мы идем в своем направлении, мы делаем свое дело. Вот. Но я знаю одно, пока вы вот это постепенно не осознаете и не выстроишь у человека алгоритм работы, это нелегко все объяснить, понимаете? Вот на словах мне нелегко. Я это вижу, вот этот объем, вот эту конструкцию, но описать ее сложно. Это много чего, понимаете? Потому что я вылез со сложной ситуации, очень сложной ситуации. Оттуда не выходит, оттуда, если вот, дай бог здоровья Анне, если бы я к ней не попал, я бы оттуда не вышел. Возможно, меня уже, может, и не было. Если бы я не попал к ней, я к кому только не ходил. К разного рода специалистам, и по 3 диплома, и там... Но никто мне не помог. И вот она только меня постепенно вывела с этого состояния. Вот как клубочек она назад потихоньку разматывала. Я все больше и больше понимал, лучше у меня получалось. И вот постепенно вот шажок за шажком, больше понимания, сознания, и я оттуда выбрался. Так, поэтому ребята, самое плохое, это когда человек теряет веру. А как это происходит? Ты идешь к одному специалисту, ты идешь к другому, он тебе не помог, ты ко второму идешь, ты к третьему идешь, к четвертому, пятому. И тебе никто не помог. И к тебе приходит мысль, что тебе никто не поможет. А специалисты разного направления, разного уровня. Там и психологи, и психотерапевты, и психиатры, и мануальщики, и шептуны, колдуны, и там с какими-то определенные, у него там пальцы засунь, там оно чего-то там, тут ложит себя, тут нажимает, там кости тебе вправляют. Короче, вот ты их перебираешь целую кучу, ты ходишь год, 2, 3, там, 5 лет. И вот когда мысль такая приходит, вот, что все, вот это с тобой навсегда. Вопрос только в одном, сколько ты на силе воли, сколько ты сможешь это вытянуть, вот этот ад, в котором ты находишься. Вот насколько у тебя хватит силы воли жить в этом аду, вот сколько ты протянешь, понимаете? Я рассказываю себя, это все было у меня. И поэтому я знаю, как вы думаете, что у вас происходит, какие мысли, потому что у меня это было. По большому счету, ты читаешь, вот вы хотите что-то сказать, а я вспоминаю, раз мысль приходит. Понимаете, это как книжку вас читаю. Но дело в том, вот когда нету полной картинки, тяжело человека понять, потому что вы фразы отдельные пишете, а человек пишет то, что основное для него, а остальное он игнорирует как бы. А есть зачастую такие моменты, вот
ты видишь то, что для человека не важно, оно важный момент получается. И вот когда ты с ним разговариваешь, вот почему я говорю, что Я выйти... взяла курс неделю назад, уже есть результаты, вот видите? Да, да. Ну это хорошо. Нет, вы про курс какой? Наш, что ли? Да, наш курс. Я думал, вы, ребята, есть и других людей, кому-то это будет помогать, кому-то не помогать. Поэтому это все частное и личное. У кого-то там Сергей Бурдук поможет, и он поможет. Кому-то Федоренко поможет, кому-то Живнирович поможет. Несомненно, кому-то кто-то поможет. У каждого, как говорится, у каждого свои, понимаете? Поэтому, вот. Я в неврозе 13 лет. Повышается. Ну, конечно, давление. Да, Ксения, конечно, давление повышается. При панической атаке это момент бей-беги. У тебя начинает активироваться вот то, что я рассказывал. Организм приходит в боевую готовность. То есть у тебя сжимаются мышцы, надпочечники выкидывают у тебя кортизол. Все, кортизол действует по сосудам и на сердечную, скажем, мышцу. От того у тебя начинает биться сердце. Для чего? Для прокачки крови. Зачем? Потому что нужно дать больше кислорода нашим органам, потому что мы его будем сейчас в драке расходовать, понимаете? То есть физическая активность. Поэтому организм готовится, и он включает вот эту систему. Соответственно, а как тебе ускорить подачу кислорода в крови? Это увеличит давление, быстрее начать его прогонять, понимаете? Вот кровеносную систему. Ускорить передвижение крови в нашей системе. Конечно, у тебя будет подниматься давление. Вот как это функционирует. У тебя на панической атаке, ты рассказывал, до 200 доскакивал. Да, у меня на панической атаке, на сильном страхе, я фиксировал давление, свое давление. Я пару раз... Было 200 на 120, по-моему. 200 на 120 или 130. Вот что-то в этом промежутке. Пульс лупил у меня, пульс 120. 120. При спокойном состоянии норма до 80. У меня мотор, я думал, грудина разорвется. Понимаете, сердце аж выскакивает. Вот такое у меня давление было. Ну а я хочу вам сказать, что при сексе, когда вы занимаетесь сексом, вот вы не знаете, у людей давление доходит при оргазме до 220. Просто вы вспомните, когда вы в момент оргазма, как у вас бьется сердце. Или при сексе активном. Давление поднимается до 220. Но вы же этого не пугаетесь, потому что вы этого не знаете. Поэтому ваша паническая атака — это занятие сексом, ваше это давление. Вы как бы сексом постоянно занимаетесь, либо спортом. То есть даете нагрузки постоянно. Вы как виртуальный спортсмен, понимаете? Такой момент виртуального спортсмена. Вот. Каждый раз. Вот я вам объяснила, Ксения, я вам объяснил, что происходит, и сейчас ваш страх начнет у вас уходить. Потому что у вас была катастрофизация, вы пугались того, что с вами сейчас там сердце разорвется, там инфаркт придет или еще чего-нибудь. Плюс вспомните школу вспомните. Когда мы кроссы бегали на длинные расстояния и на короткие, где темп надо был сильный. Вот такая паническая атака, это похоже на короткую дистанцию, быструю, пролетаешь. Ты прибегаешь, сердце бу-бу-бу-бу-бу, воздуха не хватает, вот примерно то же самое происходит. Ну, еще под забор где-нибудь упадешь, там сбоку на травку, возле этой беговой дорожки, после кросса. Вот примерно то, что у вас и происходит. Вы как виртуальный спортсмен. О, Светлана, мне попался очень хороший психолог. Смотрите, была такая ситуация. Я как-то в эйфории попал к Анне, там пару занятий, я вылетаю на эйфории, думал, все, я выскочил с невроза. Вот у меня была такая какая-то эйфория, она мне дала вот на фоне этих пару занятий такую эйфорию, думал, я выскочил, все, я уже вышел с этого состояния. А она берет другого человека,
а меня снова нахлобучивает, накрывает. Я ей пишу, а она говорит, извините, места нет, уже занято. То есть у нее там очередь расписана на год. Там людей, желающих к ней попасть, это. Она там и сейчас, кстати, направление больше взяла еще булимия и анорексия. Вот она работает, булимия и анорексия. Она, кстати, входит, она еще один человек с Беларуси во всемир... Специалисты в Беларуси возят и России, и всего. Она в Америке преподает, ездит. Во Всемирную организацию вот, специалистов по КПТ. Всемирное у них сообщество там есть, понимаете? И вот они, 2 человека с Беларуси туда входят. Она консультирует психологов, она обучает психологов. Она, кстати, в Питер ездит, обучает. То есть она человек уже очень сильный специалист, как бы, ну, понимаете, если уже она подготавливает психологов, то это уже о многом говорит, понимаете. А вот я ее ученик, только она меня выводила, давала мне вот эти все базовые навыки, объяснения вот эти. Еще такие интересные моменты происходили. Она еще иногда за мной писала. Она говорит, а как вы это сделали? Я говорю, так и так. Она сама такая невысокого роста, такая, ну, миниатюрная девушка. И у нее такая большая тетрадка была. Большая такие, знаете, есть большие, записанные толстые такие. И она быстро ее так бы открывает и начинает, вот я говорю, она за мной строчить начинает, свою тетрадку записывает, как я это сделал. Ну, то есть человек параллельно еще дальше развивался, брал, ну, вот опыт людей, да, и в свою базу, как бы, в свою базу добавлял своих знаний. Вот. Я в неврозе 13 лет. Наталья, вот женщина, мы сегодня, кстати, выходили, ну, переписывались по WhatsApp голосовыми. Она с Казахстана, ей 54 года, она тоже 13 лет была в неврозе, в 40 лет попала, и вот сейчас она уже, ну, практически вышла с невроза. Вот год как бы я ей помогал выходить с невроза. С Казахстана она, я так понял, с северного, наверное, Казахстана, потому что у них там еще морозы минус 20, там в юге бураны какие-то, вот. Вот. Также женщина с Украины, 60 лет, но она национальности армянка, но они живут в Украине, тоже вот она попала, но уже тоже как бы там выкарабкивается. Ну, можете почитать отзывы. Лидия с Украины, Ирина где-то с северов. Понимаете? Да и когда еще только те люди, которые пишут, а сколько, ну, я уже помог, они уже из канала, может, ушли своей жизнью, занимаются, понимаете, люди. Вот. Саша, вам попался хороший, да, это однозначно. Но смотрите, что интересно, так продолжу историю. И вот я к ней не мог попасть. То есть она пишет, я взял ну, на ваше место другого человека, пока нету места. А меня кроет, а что делать? А знакомая моя ездила к мужчине, к психологу. И вот у него не было места для меня, и он направил к Анне, к своей коллеге. И вот я попал к Анне, а потом на эйфории, как бы раз и все. Типа уже все. И вот меня потом уже стало накрывать хуже и хуже, вот там и депрессия пошла, я начал уже вообще осаживаться полностью, как бы, вот, по-моему, это, вот если хронологию помню, могу уже путать местами, что зачем было. А у нее занято, и выхода нету, а у этого мужчины место освобождается, у коллеги Анны, куда она ездит знакомая. И вот она говорит, все, вот, у него есть место, едь тоже. И я еду к нему. И вот кажется, смотрите, какая вещь. Они учились вместе. Вот этот мужчина и Анна, они учились в России в одной группе, я так понял, и учились в Америке в одной группе. Он мне объясняет, я не в зуб ногой, я вообще ничего не понимаю, что он мне пытается объяснить, понимаете? Я не въезжаю, я не могу понять, вот, что человек мне хочет донести. И я через занятие или 2 я осознаю, что мой психолог это Анна. Она вот быстренько разложит, чик-чик-чик, и мне это залетало, ну, мгновенно потом уже, когда
уже я меньше было тревоги и так далее. То есть она как-то понятно мне объясняла. И все, и мы уже, и жена моя писала там, и мать подключилась, просили, чтобы, потому что меня вообще крыло, и вот она пишет, вот место освободилось, как бы, такого-то числа, в такое-то время приезжайте. И я, слава богу, и я потом ее так вот схватился, ну, образно за нее схватился, думаю, нет, все, даже если легче станет, про себя думаю так, я буду до конца. Буду до конца. Вот буду столько, сколько надо с ней до конца. Все. То есть я осознал ошибку, ту, что я думал, что это быстро, ну, это такая штука, которая как-то там быстро проходит, вот этот невроз. А потом я понял, что не так это работает. Ничего быстрого не будет. Что готовься к длительному времени. Но главное, что оно работает, потому что когда я начал выполнять ее рекомендации, где-то недели через 2 ты только примерно заметишь, что оно чуть-чуть как-то вот начинает работать, какие-то изменения будут. В начале, когда вы начнете свой путь, у вас будут мысли, они будут вас отговаривать. Не делай этого. Это все ерунда. Это не работает. У него другое, у тебя не такое, у тебя что-то особенное, а у него другое, не делай этого. И вот эти мысли человека с толку сбивают. Дело в том, что если ты что-то делаешь, привычка там что-то формируется, вот вы знаете, там образно через 21 день. Да? Поменять привычку надо 21 день. Вот тут такой же принцип работает. Чтобы что-то чуть-чуть с места сдвинулось, нужно минимум 2 недели делать, просто делать, и изменений у тебя не будет. Нужно делать, и только через 2 недели какие-то маленькие изменения. Через 2-3 недели пойдут маленькие изменения. Скажи про программу, чтобы люди понимали, что с ней можно работать самостоятельно. Да. Программа, еще раз объясню, есть на Бусти программа. В этой программе я именно с воспоминаний писал ролики короткие, содержательные, что происходит и что делать. То есть суть, выжимку делал. То есть конкретику не размазывал, да, а конкретику собирал. Вот объясняю, вот происходит так и так, я делал то и то. Но и в прямых эфирах тоже будет очень много полезной информации наших прямых эфиров. Тоже вы будете постоянно что-то для себя оттуда вычленять. В программе, да, все содержательно, потому что я знаю, что тревожному человеку тоже усидеть тяжело. Смотреть там час-полтора, да, то, что рассказывают. А как бы человеку нужно содержательно, относительно доходчиво, чтобы ему лучше догодило. Поэтому я стараюсь разговаривать с вами на вашем языке. На вашем языке. Не на терминологии ученой, да, там, применять там мысли интрузивные, вторгающие, обсессии, там, еще чего-нибудь. А пытаюсь на вашем языке, чтобы вы поняли. Чтобы до вас эта информация с большей долей вероятности доходила. И второе, вы будете смотреть ролики, находясь на тревоге, не понимая вообще, что такое психология. Да, вы будете сейчас кричать, мы знаем, что такое психология. Но поверьте, вы ничего не знаете. Большинство из вас чуть-чуть вы знаете, а так практически вообще ничего не знаете. А много то, что вы знаете, а может оно быть и не так. Вот. Поэтому постепенно, этому обучаешься постепенно стараясь вникнуть. Смотришь раз, два, три, 5, один и тот же ролик. Вникая в то, что я там хочу сказать. И, конечно, применяя. Если вы просто будете смотреть и ничего не делать, то ничего, ребята, не изменится. Ничего. Потому что все меняется только через повторение. Это то же самое, если вам ходить в спортзал, да, там, где там гантели тягают, штанги, там гири и так далее. И стоять, смотреть вот на этих людей, которые там качают бицепсы, штанги эти тягают и так далее.
Стоять на них смотреть и думать, что ты тоже в это время качаешься, у тебя тоже качаются мышцы, правильно? Но они же не накачаются, потому что вы ничего не делаете, вы просто смотрите это. Поэтому вам это нужно понимать. А делать нужно снова и снова, снова и снова. Там нужно превосходить себя, у тебя нету сил, но ты встаешь и делаешь. У тебя тревога вымотала, у тебя вообще ты раскатан, но ты закусываешь губу даже до крови, и ты встаешь и делаешь. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Ты будешь падать и вставать, падать и вставать, падать и снова вставать. И вы привыкнете такой быть неваляшкой, падать и вставать, падать и вставать, падать и вставать. Но только что вы будете постепенно быстрее вставать. Быстрее, быстрее, быстрее. Не буквально с каждым разом, но все равно вы будете все время быстрее вставать. Вы упадете, но быстрее будете вставать. Раньше вы упали и лежите, а теперь вы будете вставать. И постепенно это вы будете делать быстрее, быстрее. Это я говорю про откаты, когда вас будут скидывать обратно. Тебя снова кроет, но ты снова оттуда выходишь. Идешь, идешь, тебя снова скидывают, снова кроет, ты снова оттуда выходишь. То есть вот то, что я рассказываю, вы осознаете в нашем... Слава, как на программе. В нашей программе. В нашей программе. Там я все образно... Она находится у нас на главной страничке YouTube. В самом верху ссылочка под Александра фотографии, там ссылка. Есть ссылка на донат, и там же ссылка на программу. Заходите в программу и через свой Google прямо вот регистрируетесь, чтобы не было никаких проблем с регистрацией. И все, вы пользуетесь ей. Это стоит 1000 российских рублей. То есть да, 10 долларов. Это нам будет идти на поддержание канала, за что мы вас будем очень благодарить. Вы будете работать месяц с этим. Слава, иди объясни, как это... Сейчас Слава покажет, как это делать на предметном. Так, здравствуйте. Буду я вам сейчас показывать, как зайти в программу, чтобы... Выйду сейчас с Гугла. Так, самое первое, что хочу показать, где находится программа. Допустим, страничка Александра. Так, вот сейчас это мой канал, допустим. Я захожу на страничку Александра через, допустим, вот его прямой эфир, да? Вот здесь страничка Александра. Я зашел на нее. Так, вот. Зашел на страничку Александра. Вот. Вверху, вот здесь вот, в самом верху мой невроз, и под ним Александр Психологи. Вот здесь идет дальше тревога, невроз, кардионевроз, и здесь вот есть ссылочка Boosty Top Psychology Donate, и еще одна ссылка. Нажимаете сюда, вам выкидывает вот такую вот ссылочку. Оставить донат. Вы можете оставить донат. Курс по выходу с тревожного расстройства. Вот, чтобы зайти в курс по выходу с тревожного расстройства, вы нажимаете и заходите с Гугла, так как у вас там уже есть в Гугле программа, так? Здравствуйте. Так как у вас уже есть в Гугле Gmail настроенный, то есть электронный адрес, вам легко очень будет зарегистрироваться на самой программе Boosty. Вот сейчас он перейдет. Я сейчас включу быстрее, чтобы работало. Потом... Так, сейчас он перегрузить. Он загрузил меня на Boosty. Но я сейчас специально выйду. Вот я вышел, чтобы быть... Вот, он закинул меня на Boosty. Вот, мой невроз. Пишем, я согласен. Так, войти.
Чтобы туда войти, видите, у меня уже как есть аккаунт, то мне это предлагает. А вот так вот будет, у кого нету аккаунта. Вам предложат зайти через ВК, через Одноклассники, через Mail.ru, можно через YouTube, там, где есть у вас уже зарегистрированная страничка. И вот Gmail, вот видите, G. Я нажимаю на него и захожу со своей странички, прямо регистрируюсь. Очень легко. Все, вы зарегистрированы, и вы уже сможете у Александра на странице, как говорится, или подписаться, да, на месяц, купить подписку, или же можете даже, по диагонали посмотреть видео, там, которые вам понравятся, да, они идут все вот, программа по выходу с тревожного расстройства, она идет с оформлением вот здесь. Видите, она вся закрыта. Открыть пост. Она откроется только когда вы купите или просто купить пост. То есть, допустим, этот пост стоит всего лишь 97 рублей. Просто посмотреть. Да, 97 рублей российских. Это то есть $1. Это просто, чтобы посмотреть одно видео, допустим. А чтобы работать полностью со всей программой неограниченно в любом количестве, вы покупаете подписку, вот, подписаться, нажимаете подписаться, все, вот здесь вот количество мест ограничено у нас на подписку, вот, подписаться, все, можете подписаться на месяц, на 3, на 6. Купить подписку, допустим, на месяц, 1000 рублей, $10 в эквиваленте. Он меня перекидывает